Восточнее Асгилята. Армия Гондора, покинувшая портовый город, направлялась в Эмин-Арнан. Людям было необходимо доставить осадные орудия в крепость Гондора южнее Асгилята, так как орды харадримов уже преодолели земли Южного Итилиана и готовились к осаде. Однако путь их был отрезан воинством ангмарского короля-чародея. Один из назгулов, совершая ежедневный облет, узрел скрывающихся в тени лесов Итилиана резво марширующих воинов Гондора. Люди увидели вздымающуюся в небе виверну. Друзья, убедительная просьба вам перейти по ссылке в описании и подписаться на наш телеграм-канал, в котором уже 800 человек. В случае блокировки YouTube и VPN приложений я не смогу выкладывать сюда ролики. Однако, никто не мешает мне выкладывать эти ролики в телеграм. А также не забывайте заходить на Трова по ссылке в описании, ведь стримы теперь будут проводиться именно там, если уж YouTube все-таки заблокирует. Командующий людской армией сразу же понял, что враг знает о их передвижении, и, надеясь не попасть в ловушку, останавливает марш своих бойцов и готовится к бою. Также, возведя трибушеты, что были нужны в Эмин-Арнаре, ступить было невозможно, так как больше половины пути уже было пройдено. Орки из Минос-Моргула опередят воинов Гондора и отрежут тех от Асгилята, поймав людей в засаду. Спустя 6 часов развернется битва, что унесет тысячи жизней, и итог ее, боюсь, станет сокрушительным для одной из противоборствующих сторон. 4000 бойцов было в составе небольшой армии Гондора, 600 стражей Фонтана, а также 600 бойцов из Цитадель Гвардии. 2400 мечников Гондора и 2 подразделения лучников, а также 10 готовых к бою трибуше расположились за рядами воинов Гондора на холме. Недолго командующему армией Гондора пришлось ждать победоносную поступь разъяренной орды, возглавляющей 20 олокхаями в доспехах, что вели за собой яростных воинов Моргульского легиона. Командующий армией Гондора немедля дал приказ дать залп трибушетам, и в тот же миг осадные орудия извергли огненные снаряды, что первым делом обрушились на головы марширующих олокхаев. Десятки валунов неминуемо стали попадать по формациям уроков, нанося тем серьезный урон еще до начала схватки. Несмотря на обстрел, армия Моргульского легиона ничуть не ускорила свой марш и продолжала в том же темпе двигаться к оборонительным построениям воинов Гондора, сохраняя силы для последующего боя. Когда большая часть дистанции между обеими армиями была преодолена, лишь тогда боевые олокхаи ускорились и устремились на готовящихся дать залп лучников Гондора. Сотни пламенных стрел запустили в олокхаев лучники Гондора, когда ологи подобрались к кольям, что были вкопаны перед началом боя. Колья и стрелы не только затруднили и замедлили олокхаям путь, но и даже поразили нескольких из них. Но создания Моргота ничуть не дрогнули, они лишь усилили свой натиск. Лучники немедля уходят в тыл уже готовящимся к обороне стражникам Фонтана, что, выстроившись в фалангу, пик ожидали разъяренную орду Моргульского легиона. Спустя минуты боя командующий людской армией, что также и сам принимал участие в схватке, теряет коммуникацию между собственными подразделениями и более не способен был руководить и менять формацию армии, из-за чего весь строй Гондора утрачивает свою крепость и делится на 3 фронта. Тем временем трибуше продолжает вести свой обстрел по сражающимся воинам Моргульского легиона. Олокхаи за первые минуты сражения унесли жизни более сотен бойцов Гондора. Однако натиск тех спал на нет, когда фаланги стражей Фонтана своими пиками отбросили тех. Ологи еще не раз попробуют сокрушить фалангу стражей Фонтана, но безрезультатно.
Тем временем на других участках боя, где стражей фонтана не оказалось, враг, имея численное превосходство, окружал защитные формации воинов Гондора, создавая отнюдь некомфортные условия для дальнейшего ведения боя людей. Уроки и Ологи, несмотря на явный перевес в силах, не могли сокрушить крепость щитов и фаланги воинов Гондора. А все из-за трибуше, что с холма ливнями снарядов сокрушали любой маневр орков, не давая тем зайти к основным позициям полководца и стражей фонтана. Тогда воины Моргульского легиона решили обогнуть поле сражения на большой дистанции и, войдя в лес, ударить в тыл воинов Гондора и осадных орудий. Орки успешно преодолевают холм и, оказавшись за километры от боя, в лесу видят колонну эльфов Линдона, что шла мимо бойни. Из-за плотности леса и ветра с Андуина шум битвы до эльфов не доносился. Эльфы тоже узрели маневры орков в лесу и немедля развернулись, чтобы отбросить подбирающихся к ним орков. Когда эльфы смели засадные отряды Минос Моргула, добивая орков, что бежали из леса прочь, наконец и сами увидели тот ад, что творился под холмом. Эльфы немедля перегруппировываются и выдвигаются на помощь или сражающимся воинам Гондора, что уже утратили половину от своей численности и один из 3 фронтов. Появление эльфов заметно сказалось на повышении морали людей Гондора, что за час боя утратили свою выносливость и уже готовы были отступать. Боюсь, трибуши Гондора более не смогут дать свой залп, так как орки наконец пробили одну из оборонительных позиций Гондора и уже неслись к осадным орудиям. Кавалерия эльфов ударила с правого фланга по сражающимся бойцам Моргульского легиона. Благодаря эльфам на этой позиции людям удается изменить баланс сил и начать контратаку.
Спустя время эльфам и воинам Гондора на правом фланге удается полностью разбить бойцов Моргульского легиона. Однако центр армии Гондора несет жесточайшие потери. Когда командующий армией Гондора погиб в схватке с Олокхаями, что благодаря урокам, зашедшим с тылу к страже Фонтана, удалось прорвать техстрой, мораль абсолютно всех воинов Гондора спала на нет. Люди в панике, потрясенные собственным разгромом, покидают позиции, кто с боем, а кто нет. Сотни людей бегут прочь, ускользая от выпадов уроков и раскатов молотов ологов. Люди на правом фланге, узрев бегство собратьев, также дали дёру и стали отступать, оставив эльфов один на один сражаться с орками и олокхаями. Эльфы и не думали о бегстве. Надеясь прикрыть отход людей, стали они сражаться пуще прежнего, пытаясь выиграть время. Итогом боя стала полная потеря осадных орудий для бастионных стен крепости Эмин Арнер, что готовилось к осаде, а также погибель 3 из 4000 людей Гондора и смерть абсолютно всех эльфов, что, не жалея своих жизней, отправились на помощь Гондору. Воины Моргульского легиона потеряли больше половины своего состава и почти всех бронированных олокхаев. После победы легион возвратился в Минос Моргул. 1000 лайков, 200 комментариев, и я заливаю новый ролик. Помните, что вы лучшие, и все, что не делается на канале, делается лишь для вас и благодаря вам. До скорого.